Хрущевка ТВ представляет многосерийный низкобюджетный фильм «Соседи». В самом центре Одессы, на улице Малой Арнаутской, в большой коммунальной квартире, которая занимает почти весь этаж, вот уже 20 лет в мире и согласии живет несколько семей. В главных ролях Леопольд Сигизмундович, многодетный отец, его внебрачная дочь Марта, вероятнее всего сын Кристофор Бутират, Хуан Эрнест де Антонио, Мескалита де ла Плая, а также многие другие. Сынок, мне тут бывшие коллеги на десятилетие по безработице смартфон подарили. Можешь объяснить, что тут, как нажимать, чтобы звонить, писать? Да, конечно, давай я тебе сейчас все объясню быстро. Вот смотри, это Viber и Telegram. Здесь можно писать сообщения разные, там картинки прикреплять. Ну, я думаю, ты быстро разберешься. Вот здесь отправить, позвонить. Вот, на. Отец отправил вам письмо. Отец отметил вас под фотографией. Батя отправил вам смешной видеофрагмент. А как ты заболел? Я любил женщину, которая была нечиста. Миссис Санту? Нет, это была ее сестра. А как там на Северном полюсе? Как в пригороде? В каком? Отец вызывает на видеоконференцию. Отец пригласил вас в группу «Овощи на гидропонике». Сынок, а ты не видел, где мой телефон? Что-то нигде не могу найти его. Пап, а ты любишь животных? Ну, я их, конечно, уважаю. Мне звонили из международной организации, которая защищает сумчатых кенгуру. Им нужна была срочно сумма в $200. Поэтому я пошел в ломбард и сдал твой телефон. Там совсем сроки поджимали, нужны деньги были очень срочно, понимаешь? Я пока нашел временную замену твоему телефону. Вот, возьми. Тут, конечно, чувствуется какой-то подвох. А что, если на самом деле тот мужик возле привоза, который назвался волонтером, собирал деньги не на лечение тасманских дьяволов от ветряной оспы? Да нет, глупости какие-то. Хуан Эрнест со своей женой Мескалитой переехал в Одессу из Мексики 10 лет назад. Иностранные языки давались ему довольно тяжело, поэтому он каждый день старается читать классическую литературу, чтобы узнать новые слова. Сигизмундович, привет! У тебя не будет какой-нибудь интересной книжки почитать? Привет, Хуан. Ну, это вопросик сложный, конечно. Отец моего отца, то бишь дедушка по материнской линии, был инженером, и у него было много книг. Я сейчас посмотрю, может, что найду. Ну, насчет интересной литературы я не знаю, конечно, но я нашел его конспекты по высшей математике. Тут много новых слов, которых ты не знаешь. Держи. Детерминантом квадратной матрицы А называется число, которое обозначается det реже А или просто дельта и вычисляется определенным образом. Линейное пространство называется бесконечномерным, если при любом натуральном числе m в нем найдется m линейно независимых векторов. Эй, что с тобой? Обратная матрица существует только если матрица А не вырождена. То есть ее определитель не равен нулю. В противном случае обратную матрицу посчитать невозможно. Алло, Витамин Альбертович, вы сейчас у себя? Тут такая ситуация, нам срочно нужна ваша help, заходите сюда. Привет, Мескалита, что случилось? Детерминантом квадратной матрицы А называется число, которое обозначается det реже А или просто дельта и вычисляется... Витамин Альбертович, посмотрите, Хуану совсем плохо, что с ним? Да, можете не продолжать, я все сам вижу.
Это ступор мозжечка. А как вы это определили? А тут же он все видно, вон, книга по высшей математике валяется. Сейчас мы его подлечим, вы не переживайте, я в этом деле профессионал. Мы здесь даже без всяких лекарств обойдемся. Вот, пожалуйста, возьмите смартфон и просто листайте ленту и ставьте лайки на мемы, смешные фотографии разные, да. Там еще вот эта группа есть с пацанскими цитатами. Да, еще смешные видосики там разные. Просто сосредоточьтесь на этом и не думайте больше ни о чем. Просто лайки и все. За пацанов и двор стреляю в упор. Да, сильно сказано. Сильно. Коты. Ну все, ему вроде уже получше. Это такой легкий случай. В моей практике был один такой случай. Приехали на вызов, а там человеку совсем плохо. Выпускник факультета романо-германской филологии нашел на полке у деда учебник по теоретической механике и сопротивлению материалов. Ох, жуть! Такая история страшная! Он дочитал аж до 5 главы, еще бы несколько страниц и все, и бы там точно потребовалась госпитализация. Мы того еле откачали. А это случай такой, еще более ничего. Я думаю, за пару дней он полностью придет в себя, не переживайте. Берегите себя. До свидания. Спасибо вам большое, доктор, за помощь. Подождите, сопротивление чего вы сказали? Детство Кристофора было не самым простым. Его дядя работал на мебельной фабрике, и когда ему исполнилось 5 лет, он подарил ему кубики. Именно тогда маленький Кристофор понял, что нужно быть осторожнее со своими желаниями. В этой квартире периодически происходят очень странные вещи. Я поднял контурные карты и выяснил, что мой дом находится прямо над геологическим разломом. Именно в том месте, где одна тектоническая плита наезжает на другую. Хотите верьте, хотите нет, но не так давно у меня начали пропадать личные вещи. Сейчас я вам это продемонстрирую. Смотрите, я беру 2 обычных носка и кладу их в стиральную машину. Вы видите? Видите, что произошло? Он здесь только один. Алло? Это программа «Необъяснимо, но факт»? У меня есть для вас сюжет. Да, можете выезжать. Смотрите в следующей серии. Марта помогает отцу с интернет-заказами. Кристофор Бутират пробует себя в роли журналиста. Лечебная диета кота Бориса.